вам наступление. В прямом эфире «Большой космос» программа о самых интересных людях и событиях отечественной космонавтики. Поехали! В рабочей поездке генерального директора Роскосмоса в Удмуртии Дмитрий Рогозин в сопровождении руководителя Воткинского завода Игоря Чурбанова посетил сборочно-снаряжательную базу предприятия, ознакомился с продукцией механосборочных цехов, а также осмотрел образцы модульной установки для очистки воды. Они разработаны в рамках программы по диверсификации. В Санкт-Петербурге генеральный директор Роскосмоса посетил научно-исследовательский институт командных приборов, производственные площадки, цех точной механической обработки и сборочно-выпускной цех. Прошло совещание по актуальным вопросам развития космического приборостроения. НИИ командных приборов предстоит участие в разработке системы ориентации российской орбитальной служебной станции. Космонавт Иван Вагнер стал Героем России. Как отмечается в указе президента Российской Федерации, звание присвоено за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС. Кроме того, Ивану Вагнеру присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации». Выпускник знаменитого военмеха Иван Вагнер с 2008 года работал в РКК «Энергия» на должности инженера в составе главной оперативной группы управления и помощника руководителя полетами российского сегмента МКС. В отряд космонавтов Иван Вагнер поступил в 2010 году, а на орбиту отправился 9 апреля 2020 в качестве бортинженера корабля «Союз МС-16» вместе с коллегами, командиром Анатолием Иванишиным и бортинженером Кристофером Кэссиди. Продолжительность полета составила 196 суток. На борту МКС состоялась передача командования станции космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву от астронавта Томаса Маршберна. I accept command. В присутствии всего экипажа МКС был подписан соответствующий акт, и Олег Артемьев получил символический ключ от Международной космической станции. Для Героя России Олега Артемьева экспедиция МКС-67 третья по счету. В его активе 5 выходов в открытый космос. Во время ВКД-53 именно Олег Артемьев развернул на внешней стороне МКС копию Знамени Победы. Контракт на разработку эскизного проекта перспективной российской орбитальной станции РОС подписали госкорпорация «Роскосмос» и ракетно-космическая корпорация «Энергия». По словам генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, РОС придет на смену МКС, решение по которой уже принято. Как подчеркнул глава отрасли в интервью «России-24», в соответствии с нашими обязательствами за год предупредим наших партнеров об окончании работы на МКС. Эскизное проектирование будет вестись в 2 этапа. Первый – это анализ сценариев развертывания и наклонения целевой орбиты. Расчет стоимости доставки 1 килограмма груза на станцию, развертывание начальной конфигурации станции и переход космических аппаратов с орбиты РОС на окололунную орбиту. Второй этап – это разработка эскизного проекта и технических заданий вариантов станции, а также рассмотрение возможности обеспечения станции связью, вопросы подготовки экипажей, функционирования в беспилотном и пилотируемом режимах. Напомню, РОС призвана обеспечить реализацию национальных интересов России в области пилотируемой космонавтики и развития отечественной науки и экономики. Ракета «Ангара-1-2» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно стартовала с космодрома Плесецк. Спутник выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь, бортовые системы функционируют штатно. За стартом «Ангары» наблюдал Влад Миронов.
Бывали когда-нибудь на реке Ангара? Великая сибирская река. Очень красивая, очень чистая, очень быстрая. Вытекающая, кстати, из не менее великого Байкала. Если в Иркутской области никогда не бывали, очень советую. Но пока с планами на лето еще не определились, у нас для вас есть не менее красивая, не менее быстрая, не менее экологичная Ангара легкого класса. Впервые в своей окончательной конфигурации и собранная, кстати, полностью в сибирском Омске. Семейство Ангара. Пожалуй, самые ожидаемые ракеты-носители совершенно нового уровня. За ними будущее отечественной космонавтики. И на Луну первого россиянина доставят, и космические аппараты всех типов на орбиту запустят. И собираются они, кстати, полностью из российских комплектующих. Но прежде чем вводить в эксплуатацию что-то новое, это нужно хорошо протестировать. Согласны? Поэтому этот пуск легкой Ангары 1-2 продолжает серию летных испытаний. Система подачи окислителя в норме. Последний раз, кстати, двухступенчатую Ангару запускали в 2014-м, но тогда не со своей родной ступенью. А в эти дни она полетела в своей штатной конфигурации. Это как в служебном романе, помните? О, вы сегодня прекрасно выглядите. Так я теперь буду выглядеть всегда. В последнее время именно такого класса машины крайне востребованы, потому что разворачиваются многоспутниковые группировки, и для того, чтобы поддерживать их в работоспособном состоянии, требуются машины подобного класса. Поэтому мы видим большую перспективу у нашего носителя и будем наращивать его выпуск. Внимательно смотрите и запоминайте, именно эта ракета-носитель своим пуском откроет новый стартовый стол на космодроме Восточный в декабре 2023 года. Кстати, там все идет отлично, судя по темпам строительства кабель-заправочной башни, а сейчас-то примерно 1 этаж в неделю, все будет готово и протестировано к сроку. Сейчас мы находимся на космодроме Плесецк, стартовый стол для Ангары здесь универсальный, такой же будет и на Восточном. Это значит, что оттуда можно будет запускать ракеты и легкого, и среднего, и тяжелого классов. В настоящее время мы ведем изготовление ракеты. Первая ракета, которая полетит с космодрома Восточный, это Ангара-1-2. Мы ведем изготовление на Омской площадке. На сегодняшний день активно уже идет изготовление. И я полагаю, что машина в срок в июне, в июле следующего года будет уже поставлена на космодром для того, чтобы проводить там предварительные испытания. И для вывоза, готовить машину будем для вывоза на старт. Ну, и дальше будет, оттуда будет наш первый пуск с Ангары 1-2. Первый. Есть готовность к пуску. Проверил параметры в норме. Расчет. Внимание. Пуск. Еще впервые Ангара 1-2 летит на орбиту. 8 лет назад ее испытывали по баллистической траектории. Тогда она долетела до заданного района на Камчатке, все прошло штатно. В эти дни ракета-носитель на своем экологически безопасном топливе, керосине и жидком кислороде устремилась в космическое пространство. Смотря на ее пуск, понимаешь, почему ее назвали в честь Сибирской реки. Она такая же стремительная, сильная и красивая. Огромное слова благодарности боевому расчету, руководству и всем представителям Роскосмоса, руководителям предприятия. Спасибо. Импортозамещение в действии. Старт еще одной легкой ракеты производства центра Хруничева «Рокот-М» запланирован на 2024 год. Об этом заявил генеральный директор центра Хруничева Алексей Варочка в интервью агентству ТАСС. Ранее сообщалось, что «Рокот-М» впервые может быть запущен в 2022. Однако после подробного технического аудита сроки скорректировали. По словам Алексея Варочка, мы в том числе должны устранить вопросы по наземному оборудованию.
По системе управления был принят ряд решений. Не использовать существующую систему, которая во многом устарела, а реализовать на этом модернизированном комплексе все самое современное. Напомню, новая легкая ракета-носитель «Рокот-2» с полностью отечественной системой управления является модификацией ракеты «Рокот». Старт «Рокота-М» планируется с Плесецка. В ближайшие годы военному космодрому предстоит интенсивная работа, в том числе и по запускам спутников ГЛОНАСС. Глобальная навигационная система будет обеспечивать потребителей все более точной информацией. Ну а количество пунктов приема данных на территории нашей страны весьма скоро удвоится. Об этом сообщил генеральный конструктор спутниковой системы ГЛОНАСС Сергей Карутин. Система ГЛОНАСС решает задачи передачи потребителям государственной геоцентрической системы координат и национальной шкалы времени. Так вот, перед Роскартографией стоит задача создания пунктов, которые реализуют эту государственную геоцентрическую систему координат. И потом, когда эти параметры попадают к потребителям, они имеют возможность, опираясь на эти пункты, решать основные задачи, которые необходимы для социально-экономического развития страны. Проводить кадастровые работы, строительные, управлять сельскохозяйственной техникой. И именно Роскартография обладает той уникальной компетенцией, теми знаниями и возможностями, чтобы это делать одновременно по всей территории нашей страны. Предприятия госкорпорации «Роскосмос» встречают День Победы. Праздник всенародный и в какой-то степени профессиональный. В свое время, работая в статусе оборонных заводов, нынешние НИИ, производственные объединения и научные центры делали все возможное, а порой невозможное, чтобы приблизить 9 мая 1945-го. Далекий тыл, подножье Уральских гор, Златоуст. Сюда во время войны были эвакуированы Тульский и Подольский оружейные заводы. Ныне это Златоустовский машиностроительный завод. Здесь ковали оружие Победы, винтовки Токарева, пистолеты и пулеметы Шпагина, знаменитые ППШ, противотанковые ружья Дегтярева, пулеметы Горюнова, авиационные пушки Волкова-Ярцева для штурмовиков Ил-2. 14 июля 1941 года прозвучал первый залп батареи легендарной артиллерийской установки БМ-13, вошедшей в историю под именем «Катюша». Сегодня есть повод вспомнить, что среди тех, кто создавал легендарную «Катюшу», были конструкторы и инженеры специального конструкторского бюро при заводе «Компрессор», ныне известного как филиал АО «Цинки» НИИ стартовых комплексов имени Бармина. Всего за годы войны СКБ было разработано и изготовлено 78 типов экспериментальных и опытных конструкций пусковых установок «Катюша». Под руководством легендарного конструктора Семена Алексеевича Лавочкина, чье имя носит теперь научно-производственное объединение в Химках, были разработаны и созданы первоклассные истребители Ла-5 и Ла-7, одни из лучших боевых самолетов Второй мировой. Именно на Ла-7 заканчивали войну многие советские асы, в том числе и трижды герой Советского Союза Кожедуб, сбивший на истребителях Лавочкина 62 вражеских самолета. Завод номер 627, ныне в НИИ-М, разрабатывал и создавал уникальное электрооборудование для Красной армии и партизанских отрядов. 37 тысяч электрических машин и аппаратов различных типов для авиации, радиолокации, военно-морского флота, разведчиков. 126 тысяч специальных постоянных магнитов для средств ПВО. Завод производил уникальные армейские походные радиостанции. В них впервые использовалась частотная модуляция радиосигнала, а не амплитудная, как в обычном. Поэтому враг не мог их запеленговать. Именно эти рации были в разведке. Усть-Катавский завод имени Кирова за годы войны поставил в войска более 12 тысяч танковых пушек, 3 тысячи батальонных минометов, более 13 тысяч платформ для зенитных орудий. Серийное производство пушек для легендарных танков Т-34 началось во второй половине 1942-го. Авиазавод в московском районе Фили, теперь здесь работает центр имени Хруничева, постоянно наращивал объемы выпуска боевых самолетов. Производство бомбардировщиков Ту-2 в 1943-м увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 1942-м, а уже в 1944-м в 3,5 раза к уровням 1943-го. В 1944-м завод выпустил 378 самолетов.
а в 1945-м производил до 2 машин в сутки. Всего же до 1949 года было выпущено около 2000 бомбардировщиков Ту-2 всех модификаций. Вы смотрите «Большой космос». В студии гость сегодняшнего эфира Игорь Маринин, первый заместитель главного редактора журнала «Русский космос». Говорим об отечественных космонавтах, героях Великой Отечественной войны. Игорь, вам слово. Здравствуйте. Первым делом я хочу поздравить наших зрителей с этим великим праздником, Днем Победы. А что касается космонавтов, участников Великой Отечественной войны, то, может быть, к счастью или к сожалению, мало кто из них участвовал в реальных боевых действиях, потому что критерий был очень жесткий – отбор до 35 лет. А это значит, что никто из них по возрастному цензу не мог быть привлечен к боевым действиям и участвовать в войне. Мы говорим о наборе конца 50-х, начала 60-х годов, естественно, да? Ну, набор 59-го года прежде всего, дальше пошел 62-го года, потом 64-го года и так далее. Но прежде всего, конечно, нужно отметить Георгия Тимофеевича Берегового, которому было 20 лет, когда началась война, и он уже был летчиком. Правда, летал на У-2 еще, на самолете. И он очень быстро закончил летную школу, пересел на штурмовик и дальше участвовал в боевых действиях и прошел практически всю войну, выполнил больше 160 боевых вылетов. В 1944 году был представлен к званию Героя Советского Союза, его получил. И долетал войну. Трижды был сбит, выходил на территорию, с фашистской, с оккупированной территории на нашу территорию. Его считали даже убитым. В общем, у него очень богатая биография. После войны он не ушел в отставку, не ушел в запас, не ушел на гражданку, а стал летчиком-испытателем, окончил академию, которая потом получила название Академии имени Гагарина, стал летчиком-испытателем Государственного научно-исследовательского института, испытательного института имени Чкалова. И в 1964 году было принято решение в отряд космонавтов попытаться набрать все-таки летчиков-испытателей, а не просто летчиков в конце 63-го. Отобрали 5 летчиков-испытателей, из них по медицине прошел только один Береговой. Несмотря на довольно уже солидный к тому времени возраст. Да, ему было тогда 44 года уже. Это вне всяких критериев, но выбора не было. Военно-воздушные силы хотели, чтобы в отряде космонавты были не просто летчики, а еще летчики-испытатели. А он еще был героем Советского Союза, да еще и воевал под руководством Каманина, который в военно-воздушных силах отвечал за всю космическую военную программу. Ну и надо подчеркнуть, что Георгий Тимофеевич Береговой – это единственный космонавт, который пришел в отряд, уже будучи героем Советского Союза за участие в боях. Ну и не только. И он реально еще имел и 5 орденов за боевые действия. То есть он реальный участник и прошел всю войну. И после того, как он в 1964 году его приняли в отряд, он прошел несколько подготовок, совершил космический полет на «Союзе-3», потом стал заместителем начальника Центра подготовки. В 1972 году его назначили начальником Центра подготовки космонавтов. Он 15 лет возглавлял этот центр. Это уникальный случай. До сих пор так долго никто не руководил. И, наверное, в этот период у нас самые сложные были полеты и самые, наверное, напряженная подготовка. Больше всего космонавтов готовилось. Так что его роль и в подготовке космонавтов очень велика. Игорь, спасибо. С Днем Победы. Помним, гордимся нашими космонавтами, помним об их подвигах. Вы смотрите «Большой космос», мы продолжаем.
Накануне празднования Дня Победы в научно-исследовательском центре Келдыша, входящего в госкорпорацию «Роскосмос», завели исторический фронтовой автомобиль — реактивную систему залпового огня БМ-13. Сейчас легендарная «Катюша» впервые покинула постамент и делает круг почета по территории центра имени Келдыша, откуда она впервые уходила на фронт. В 1939 году «Катюша» прошла официальные полигонные испытания и была рекомендована к принятию на вооружение. Боевое ее крещение состоялось в первые дни войны. Технические возможности БМ-13 опережали свое время. «Катюша» была способна выпустить все 16 снарядов всего за 10-15 секунд. Сыгравшая огромную роль в Великой Отечественной войне, первый свой залп она произвела по занятой фашистами территории железнодорожной станции города Орша. Это одна из немногих «Катюш», оставшихся со времен войны. Уже много лет находится на ходу и поддерживается в центре Келдыша. Каждый год она делает круг почета в преддверии великого праздника Победы. В 1942 году Президиумом Верховного Совета СССР за разработку грозного оружия Центр Келдыша, а тогда он назывался Ракетно-научно-исследовательский институт, получил орден Красной Звезды. Начиная с 2012 года эта машина после такой реставрации у нас принимает участие в наших митингах, посвященных Дню Победы. Сейчас в научно-исследовательском институте продолжаются разработки новых материалов, конструкций и систем для передового оружия 21 века. Ну и, конечно, космические технологии. Даже те системы, которые сейчас стоят на вооружении, создавались в том числе с использованием силы, мощи, научного потенциала нашего института. Мы активно ведем работы по созданию современных ракетных двигателей, средств вооружения, ракетной техники на их основе. Также Центр Келдыша ведет направление по развитию ядерной космической энергетики. Каждый день ученые продолжают активно работать над уникальным транспортным энергетическим модулем или межпланетным буксиром на основе ядерной энергоустановки. В будущем он сможет многоразово доставлять полезную нагрузку практически к любым планетам Солнечной системы. Сейчас эти работы продолжаются, в том числе и в стенах нашего института. И современная ракетная техника, новая ракетная техника, в которой включает в себя энергетические системы, двигательные системы, системы хранения. Там активно работают сотрудники и ученые нашего института. Это станет одним из самых запоминающихся фрагментов их московской командировки. Событие, подготовленное для курсантов из Севастополя коллективом Роскосмоса, ракетно-космической корпорации «Энергия», предприятие, где создавался ракетно-ядерный щит страны и легендарные космические изделия, первый искусственный спутник Земли и корабль «Восток». Экскурсия в космической гавани – подарок для участников Парада Победы на Красной площади. У меня вся семья военнослужащих, не принимали участие в парадах. Отец мой принимал участие в параде в городе-герой Новороссийск. Для него всегда это было почетно, торжественно, он всегда гордился. Ветераны ведущего предприятия ракетно-космической отрасли страны, депутаты и офицеры космических войск собираются у монумента сотрудникам Центра Хруничева, погибшим на войне. Теплые поздравления и слова благодарности ветеранам, фронтовикам и труженикам тыла, тем, кто поднял родное отечество до космических высот, отстояв свободу и независимость России, подарив мир народам и странам. Мы считали, что за все эти годы нацизм был практически уничтожен, но мы, наверное, немножко ошибались. Тем не менее, по состоянию на сегодняшние дни, время, в самой середине Европы, как ни странно, оказалась страна, в которой нацизм процветает. Мне бы хотелось отметить мужество тех ребят, тех офицеров, которые сегодня находятся на защите нашей Родины. У памятника Юрию Гагарину маленькие жители звездного городка встречают мотоциклистов. Ночные волки совершили автопробег по местам ратной и трудовой славы Подмосковья. В канун празднования 77-й годовщины победы над фашистскими захватчиками байкеры обращаются к молодому поколению со словами о неразрывности, памяти, понятия о мире и космосе. Мы когда приходим к детям, мы всегда
говорим, что вы сидите на этих теплых стульях, в этих прекрасных комнатах с телефонами и со всем остальным только благодаря своим предкам, которые вырвали эту победу. Ветераны войны, летчики-космонавты и жители звездного городка торжественно открывают аллею памяти, сражавшимся за свободу и независимость нашей Родины в рядах пограничных войск и военной контрразведки. С участниками торжественного митинга говорит космонавт из первого отряда космонавтов СССР, дважды Герой Советского Союза Борис Волынов. Во время Великой Отечественной войны мы были мальчишками. Мы были в госпиталях, у нас было 2 госпиталя. Кузбасс. И в этих госпиталях лежали раненые. Мы приходили к ним и взбадривали их как могли. Мы рассказывали стихи, пели песни, плясали. Все, что могли, как можно, было развлечь их. Но их суровые рассказы, это чувство я пронес через всю свою жизнь. Вы смотрите «Большой космос». Круто, когда твоя работа реально способствует развитию отрасли. С Викторией Ситниковой, молодой и перспективной сотрудницей российских космических систем. Трудно не согласиться. Я изначально хотела заниматься разработкой плат, микроэлектроникой, созданием каких-то проектов. И получилось так, что, придя на работу, мне посчастливилось попасть в отдел разработки микроэлектронных модулей, источников вторичного питания, где я сейчас работаю, и тем самым продвигаться дальше в своей работе. Мы сейчас занимаемся источником вторичного электропитания разных типов. У нас достаточно много сейчас проектов, связанных с ними. Также микроэлектронные модули в составе каких-либо аппаратов. Самое приятное, когда то, что ты сделал, оно оказывается рабочим, правильным, что это было не зря, что на самом деле ты сделал что-то крутое и классное, которое помогает и в космической отрасли, например, и в работе других проектов и так далее. В «Большом космосе» время обзора международных новостей космонавтики. Прямо сейчас узнаем, что сегодня для нас подготовил Александр Баулин, главный редактор экспертного медиа про космос. Саш, приветствую. Здравствуйте, начинаем мы в эфире. Отлично. Rocket Lab впервые поймала первую ступень сверхлегкой ракеты вертолетом. На самом деле для сверхлегких ракет это особенно важно, потому что доставка килограмма груза на орбиту у них дороже и чем у Среднего Союза, и чем у тяжелых Протона и Фалькона. Поэтому для них гораздо важнее не переиспользовать ступени, чтобы хоть как-то надо экономить, да. Им надо еще ужиматься, иначе не взлетят. В экономическом плане, конечно. Как минимум. Дальше. Вторая новость. DARPA — это агентство типа Сколково для американских военных. Объявила 2-ю и 3-ю ступень программы «Драко», по которой в 2026 году на орбиту должен быть выведен демонстратор ядерного теплового двигателя для ракеты. Это позволит, он эффективнее, чем наши текущие ракеты на химическом топливе, позволит летать быстрее, дальше, эффективнее. Но видимо, дело далекой перспективы. Там еще работать. Но еще круче. Ядерные двигатели с электрической установкой типа нашего Зевса. Так что к 2030 году ждет нас интересное соперничество. Саш, спасибо. Обязательно читайте про космос. А у нас на очереди история о том, как космические достижения воплощаются в изобразительном искусстве и даже промышленном дизайне. «Космос — это мы». Организатором выставки под таким названием выступил научно-исследовательский институт космического приборостроения. Среди экспонатов работы современных художников, а также артефакты времени Юрия Алексеевича Гагарина. В 60-е годы Советский Союз переживал бум расцвета промышленного дизайна. Идеология ставила дизайн на службу обществу. В галерее представлены предметы бытовой техники того времени, среди которых телефонный аппарат из квартиры первого космонавта планеты.
В торжественном открытии выставки приняли участие представители космической отрасли, различных предприятий и организаций, деятели искусства. Основной задачей выставки было продемонстрировать открытость космической отрасли, а также единство промышленности и искусства в России. Представлено несколько работ, они, скажем так, из альтернативного, скорее, искусства. Как мы знаем, искусство не имеет границ, и я считаю, что особенно в такое время необходимо помнить об искусстве, необходимо продолжать подобные мероприятия, собираться всем вместе. Термин «дизайн» в Советском Союзе долгое время не использовался. Однако в 60-х годах в СССР начался процесс формирования собственной государственной системы промышленного и графического дизайна. Сегодня многие российские и зарубежные дизайнеры обращаются к наследию эпохи первых покорителей космоса. А сейчас любуемся звездами. Обзор объекта Вселенной от Николая Вдовина. Колдвелла 65, галактика Скульптора. Одна из самых ярких спиральных галактик на небе и также одна из самых запыленных. Еще одно ее название — серебряная монета. Впервые она была обнаружена в 1783 году математиком и оптиком Каролиной Гершель, младшей сестрой известного астронома Уильяма Гершеля. Си-65 находится от нас на расстоянии 8 миллионов световых лет. NGC-253 — самая большая галактика в группе галактик Скульптора и ближайшей к нашей местной группе. Ее диаметр около 70 тысяч световых лет. Кроме полос облаков, в спиральных рукавах видны замечательные усы из пыли, поднимающиеся из диска богатой островной Вселенной. Высокое содержание пыли сопровождается бурным звездообразованием. В галактике Скульптора обнаружен мощный источник рентгеновского и гамма-излучения с высокой энергией, скорее всего, из-за присутствия массивной черной дыры в ее центре. Накануне Дня Победы вспоминаем и славные имена Константина Феоктистова, Георгия Добровольского и Павла Беляева. Это советские космонавты, участники Великой войны, приближавшие Великую Победу. Вы смотрели «Большой космос». Спасибо за внимание и до встречи на информационных орбитах. Помнишь свой сон? Ты рассказывала, что хочешь увидеть другие планеты. Посмотри вокруг. Все, что ты видишь здесь, тоже раньше кому-то казалось невозможным. Но все возможно. Вот, смотри, самолетик. Возьми. А теперь загадай желание и запусти. И оно обязательно исполнится. И помни, где бы ты ни оказалась, мы в тебя верим. Нет ничего невозможного. Мечтай. У тебя все получится.